Большинство людей привыкли к шуму городов и благам цивилизации, но на Земле есть народы, которые свято хранят культуру предков. В этом ролике мы предлагаем вам познакомиться с изолированными народами и племенами, чьи традиции могут шокировать современных людей. Приятного просмотра. Макен – народ морских кочевников, живущий у побережья Таиланда и в Андаманском море. Их около 3000 человек, и они обитают на деревянных лодках, называемых кабан, которые служат им домом, транспортом и кухней. Макен удивительно приспособлены к жизни на воде. Они способны долго задерживать дыхание благодаря увеличенной селезенке и видят под водой без раздражения глаз. Их вера основана на спиритуализме. Они считают, что все предметы обладают душой. Раз в год Макен отправляют лодки с дарами духам, прося защиты от бед. Погребальные ритуалы проходят на особых островах, которые считаются священными. Однако глобализация и давление властей вынуждают часть племени покидать море и отказываться от традиций. В условиях современных вызовов многие молодые представители Макен вынуждены выбирать между сохранением уникального образа жизни и возможностями, которые предоставляет современный мир. Образование, медицинское обслуживание, возможность найти стабильную работу на берегу. Ремесла и знания мореутки – важнейшие источники самосохранения их культуры. Они обучают детей навигации, рыболовству и умению распознавать сезонность. Но изменение климата, рост туристического интереса и шумная инфраструктура нередко приводят к конфликтам за территории и ресурсы. Тем не менее, Макен продолжают передавать свои легенды, песни и ритуалы, которые помогают им сохранять связь с предками, даже когда волны жизни подбрасывают им новые задачи. Апатани – народ, живущий в индийском штате Аруначал-Прадеш, в долине реки Субансири. Их около 26 тысяч человек. Предки Апатани пришли с севера и превратили болотистую долину Зеро в плодородные поля с террасным земледелием. Они исповедуют религию Доньи-Пола, почитая солнце, луну и духов предков. Женщин Апатани легко узнать по татуировкам на лице и деревянным пробкам в носу, древнему обычаю, защищавшему их от похищений. Народ известен мастерством в земледелии, гончарстве и кузнечном деле, а также бережно хранит традиционные дома на сваях и обряды предков. Однако современные экономические условия, давление сельского хозяйства и изменение климата ставят под угрозу их уклад жизни. В прошлом Апатани использовали сложные системы ирригации и урожайности, и многие семейные ремесла передавались из поколения в поколение. В условиях глобализации сохранять свои обряды и язык становится вызовом. Молодежь часто ищет образование за пределами родной долины, а это угрожает сохранению культурной самобытности. Тем не менее, старшие остаются хранителями знаний о лечебных травах, ремеслах и ритуалах, которые передаются устно и через семейные истории, сохраняя уникальный взгляд на природу и время. Масаи – одно из самых известных африканских племен, проживающее в Кении и Танзании. Их около 900 тысяч человек. Масаи – полукочевники, издавна славящиеся как бесстрашные воины и защитники своих земель. Они живут разведением скота и считают животных священными. Масаи уважают природу и не проявляют агрессии без причины, но сохраняют обряды, кас-мучос людей, видят их традиционные практики как сложные и порой противоречивые, с современным взглядом на здоровье и равенство. Например, практики, связанные с полигамией и обрезанием без обезболивания, вызывают международную критику и обсуждение о правах человека. Однако для Масаи эти ритуалы являются частью духовной и культурной идентичности. В то же время Масаи активно адаптируются к современным условиям. Школьное образование, доступ к медицинским услугам и участие женщин в экономике и политике становятся реальностью для все большего числа семей.
Существуют программы, которые поддерживают сохранение языка и песенного наследия, одновременно позволяя молодым людям интегрироваться в глобальное общество. Масаи чтят своих предков, поддерживают традицию оракулов и хранителей устной истории, в то же время ученивая современные технологии, такие как мобильная связь и сельскохозяйственные инновации, чтобы повысить устойчивость своим общинам. Ахори – не народ, а загадочная секта индуизма, представители которой поклоняются богу Шиве в его устрашающей форме. Эти люди живут вдали от цивилизации, чаще всего поодиночке, и их точное количество неизвестно, но предполагается, что их всего несколько тысяч. Возникновение секты относят к периоду становления тантризма и мистических течений индуизма, примерно к первому тысячелетию нашей эры. Само слово «акхори» переводится как «не боящийся ничего», и это название полностью отражает их философию. Акхори сознательно отвергают привычные нормы морали и чистоты, считая путь к просветлению возможным только через разрушение ограничений. Они медитируют на кладбищах, совершают обряды, связанные со смертью, употребляют алкоголь и запретные вещества, стремясь достичь духовной свободы и преодолеть страх смерти. Их внешний вид шокирует. Они носят простую одежду или вовсе остаются обнаженными, а для ритуалов используют предметы, сделанные собственноручно, нередко из костей. Акхори также известны как знатоки лекарственных трав, применяя их для исцеления. Несмотря на вызывающий образ, эти люди верят, что именно через разрушение телесных и моральных границ можно достичь высшего знания и прикоснуться к божественному. Современная пресса иногда изображает их как загадочных аскетов, однако за их фасадом скрывается сложная система учений и практик, включающая дисциплину, медитацию и буквальное восприятие духовного пути. Их подход к жизни вызывает яростные споры. Одни видят в них символ сопротивления нормам общества, другие – повод для осторожности и предосторожности, учитывая риск для здоровья и безопасности. Но независимо от отношения к Акхори, их существование напоминает нам о многообразии религиозной палитры Индии и о том, как разные пути поиска смысла могут сосуществовать в одном регионе. Саамы – древний финно-угорский народ, проживающий в Лапландии, на севере Европы, где сходятся территории России, Норвегии, Швеции и Финляндии. Их история насчитывает около 7000 лет, и все это время они вели кочевой образ жизни, занимаясь охотой, рыболовством и собирательством. Позже саамы освоили оленеводство, которое стало основой их существования. Олени давали пищу, одежду и служили транспортом. Сегодня часть саамов остается полукочевой, а другие живут оседло, не отвергая достижения цивилизации, но при этом сохраняя традиции. Они славятся мастерством в изготовлении одежды из оленьих шкур, украшений и резьбе по дереву и кости. Важное место в их культуре занимает музыка, древний жанр пения йоик, с помощью которого передают чувства и описывают природу. Традиционным жилищем саамов остается кувакса – конический дом из жердей и оленьих шкур с очагом внутри. Их традиционная одежда – яркая юпа или куфт, отличающаяся удобством и теплом. В древности саамы были язычниками, верили в духов природы и шаманов, позже приняли христианство, но по-прежнему хранят мифологию и обычаи предков. Саамы – пример народа, сумевшего сохранить уникальную культуру, не потеряв связь с современным миром. В современном мире саамы сталкиваются с вопросами сохранения языков и культурного наследия на фоне миграций,
изменения климата и роста интереса со стороны туристов. Их культура продолжает развиваться, соединяя традиционные ремесла с современными технологиями, образованием и инициативами по сохранению экосистем северных территорий. Брокпа, которых также называют Минара или Дрокпа, это небольшой народ, проживающий в индийском регионе Ладах, в долине Дахау, а также частично в Занскаре и Балтистане. Их численность невелика, всего несколько тысяч человек, и большинство ведет кочевой образ жизни, избегая контактов с внешним миром. Считается, что Брокпа – потомки первых индоевропейцев, пришедших на север Индии, а сами они уверены, что происходят от ариев и являются последними носителями чистой арийской крови. Об этом свидетельствует их внешний вид. Светлая кожа и глаза, европеоидные черты, что выделяет их среди других народов Гималаев. Одежда Брокпа яркая и самобытная. Мужчины носят накидки с меховыми вставками, женщины – теплые шерстяные платья и платки. Особое значение имеет тюрбан, украшенный живыми цветами. В религии Брокпа сочетаются элементы анимизма, тибетского буддизма и веры Бон. Они поклоняются духам природы и проводят ритуалы для их умиротворения. Народ живет обособленно, вступая в браки только внутри своих общин, чтобы сохранить не только культурную самобытность, но и по их вере чистоту крови. Эти принципы создают прочную социальную ткань, но встречают новые вызовы – миграции молодых людей в крупные города, давление глобализации и климатические изменения влияют на сохранение традиций и языка. Все же Брокпа продолжают сохранять уникальные техники ручной работы, включая резьбу по дереву, изготовление тканей и декоративных предметов, что позволяет им устойчиво существовать в условиях современных изменений. Караваи – папуасское племя, живущее в юго-восточной части индонезийской провинции Папуа. Обнаружены они были лишь в 1970-х годах, когда антропологи случайно наткнулись на их поселение в труднодоступных джунглях. До этого караваи не знали о существовании других народов. Их главное отличие – дома, построенные на вершинах высоких деревьев баньяна, иногда на высоте до 50 метров. Такие жилища защищают их от хищников, врагов и, по их вере, от злых духов. Дома полностью сделаны из дерева и лиан, и в них живут целые семьи. Караваи украшают свои тела яркими узорами и носят украшения из природных материалов, придавая им духовное значение. Они живут охотой, собирательством и земледелием, выращивая сго, бананы и сладкий картофель. Народ бережно хранит свой язык, который не похож на языки соседних племен, и передает его из поколения в поколение. Караваи редко контактируют с внешним миром, чтобы не нарушить привычный уклад, хотя иногда позволяют исследователям наблюдать за их жизнью. Их культура остается одной из самых самобытных и изолированных на планете. В современных условиях караваи сталкиваются с угрозой утраты языка и традиций из-за доступа к образованию и влияния внешних культур. Однако усилия по сохранению их культуры включают образовательные проекты, поддержку старших в роли наставников и программы по сохранению языка. Каруба – малочисленное и крайне замкнутое племя, живущее в бразильской Амазонии, недалеко от реки Журуа. Их численность точно неизвестна, но по оценкам составляет лишь несколько сотен человек. Карубы известны своей агрессивностью и враждебным отношением к чужакам. Все попытки установить с ними контакт заканчивались нападениями. Более того, они нередко сами совершают набеги на соседние племена и, по свидетельствам, практикуют каннибализм.
Единственная успешная попытка общения с ними закончилась трагедией. Многие из Каруба умерли от болезней, принесенных извне, к которым у них не было иммунитета. После этого правительство Бразилии полностью запретило любые контакты с племенем. Каруба живут охотой и собирательством, владеют искусством устраивать засады и используют дубины и отравленные дротики. У них нет четкой социальной иерархии, ни вождей, ни лидеров, мужчины и женщины имеют равные права. Их религиозные верования почти неизвестны, но очевидно, что они проводят ритуалы и придерживаются древних традиций. Несмотря на попытки властей помочь им выжить, Каруба отвергают цивилизацию, живя так же, как их предки тысячи лет назад. В оказавшихся условиях глобализации и индустриализации взаимоотношения между Карубой и внешним миром остаются напряженными. Многие проекты по охране биоразнообразия, бусия и культурного наследия сталкиваются с проблемами коммуникации и согласования интересов. Каруба напоминают нам о том, что мир все еще хранит скрытые уголки, где люди живут в тесном согласии с природой, но под давлением глобальных процессов они вынуждены переосмысливать свои принципы и адаптироваться к новому времени. Несмотря на стремительное развитие цивилизации, на нашей планете все еще существуют народы, живущие по своим древним законам, вдали от суеты и технологий. Их традиции могут казаться странными, а порой и пугающими для современного человека. Однако именно в них скрыта подлинная сила человеческого духа, умение выживать, хранить веру и идентичности, не поддаваясь времени. Эти изолированные народы напоминают нам о том, что мир гораздо шире привычных границ, и пока на Земле есть такие люди, человечество не потеряет связь со своими корнями. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Вне зависимости от того, насколько экзотичными или пугающими могут казаться нам некоторые традиции изолированных народов, их существование обогащает наше понимание человеческой истории и возможностей культурной адаптации. Каждый из упомянутых народов несет в себе уникальные знания, от способов взаимодействия с природой до систем социального устройства, от художественных навыков до ремесел, которые могут служить источником вдохновения для современных мастеров и дизайнеров. Важно помнить, что эти культуры не являются музейными экспонатами, а живыми сообществами, чьи жизни продолжаются здесь и сейчас. Их выживание зависит от баланса между сохранением идентичности и адаптацией к меняющемуся миру. Сохранение культурного богатства требует комплексного подхода. Уважение к автономии общин и их праву самим решать, какие традиции сохранять, а какие адаптировать. Обеспечение доступа к образованию и здравоохранению без разрушения традиционного уклада. Поддержка экономической устойчивости через экологически ответственные практики и развитие ремесел. Этичное исследование и документирование без эксплуатирования и без навязанной интерпретации. Сотрудничество с местными лидерами, антропологами, этнологами и правовыми специалистами для защиты прав на землю и культурные ресурсы. Использование технологий для сохранения языка и традиций. Аудио- и видеозаписи, цифровые архивы, проекты по переводу и обучению, глобальная ответственность потребителей и туристов, чтобы минимизировать воздействие на экосистемы и социальные структуры коренного населения. Эти шаги помогают не только сохранить культурное наследие, но и поддержать самоопределение местных сообществ, позволяя им жить достойно в эпоху глобализации. В конечном счете разговор об изоляционных народах – это разговор о правах человека
достоинстве и взаимном уважении между цивилизациями. Мы можем учиться у них терпению, вниманию к природе и умению жить в гармонии с окружающим миром, не забывая при этом о необходимости современного обеспечения благосостояния и безопасности для каждого сообщества. Возможно, именно через такие диалоги и совместные проекты мы сможем смягчить конфликт между сохранением уникальности и интеграцией в глобальную экосистему знаний и возможностей. И напоследок, чем больше мы узнаем о подобных народах, тем яснее становится, что наше общее будущее зависит от того, как мы будем относиться к прошлому. Величие человечества не измеряется только тем, какие технологии мы создали, но и тем, как бережно мы относились к тем, кто сохранил для нас драгоценные уроки о гармонии с природой, о ценности пищи, семьи и обрядов, о силе языка и памяти. Пусть каждый просмотр фильма, исследования или интервью подталкивает зрителей к более глубокому уважению к тем, кто хранит наши общие корни.